Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Если вы любите домашнюю выпечку, ароматную, нежную и с аппетитной начинкой, этот рецепт точно для вас. Сегодня готовим пышные булочки с творогом. Они не только вкусные, но и красиво выглядят. Такая выпечка отлично подойдет для семейного чаепития или как угощение для гостей. Аромат ванили, мягкое тесто и нежная творожная начинка с изюмом просто невозможно устоять. Кстати, из этого теста я уже готовила пирожки с капустой. Они получаются невероятно мягкие, воздушные и долго не черствеют. Ссылку на рецепт пирожков оставлю в описании под видео. Обязательно загляните. Начнем с приготовления теста. В глубокую миску наливаем 200 мл молока и 200 мл теплой воды. Это сочетание делает тесто особенно нежным и воздушным. Добавляем 2 столовые ложки сахара, чайную ложку соли и 10 грамм сухих дрожжей. Теперь добавляем 2 яйца. Все хорошенько перемешиваем, чтобы дрожжи растворились. И растопленное, не горячее, теплое сливочное масло 50 грамм. Хорошо перемешиваем и начинаем постепенно вводить муку. Нам понадобится около 700 грамм. Добавляем ее небольшими частями, чтобы не переборщить. Вымешиваем мягкое, слегка липковатое тесто. Оно очень приятное в работе, эластичное и податливое. Если тесто слишком липнет к рукам, можно слегка его смазать растительным маслом. Готовое тесто кладем в миску, смазанную растительным маслом. Накрываем полотенцем либо пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на 1 час. Пока тесто подходит, займемся начинкой. Для творожной начинки нам понадобится 360 грамм творога, 70 грамм изюма, сахар 2-3 столовые ложки, ванильный сахар 1 пакетик, щепотка соли, 1 желток. К сожалению, момент с формированием творожной начинки я случайно удалила. Но не переживайте, я готовила по рецепту моей кулинарной коллеги Елены Туряницы. У нее замечательный YouTube канал «Учимся готовить вместе». Это очень уютное, душевное пространство, где вы найдете массу проверенных домашних рецептов на любой вкус. От выпечки и простых блюд на каждый день до праздничных угощений и заготовок. Все доступно просто и с душой. Я сама часто заглядываю к ней за вдохновением. Ссылку на ее канал обязательно оставлю в описании под этим видео. Загляните, если любите домашнюю кухню и хотите пополнить копилку вкусных рецептов. Теперь проверяем тесто. Оно увеличилось в объеме, пышное и воздушное. Достаем его и слегка обминаем. Теперь я делю на 2 части, чтобы проще было с ним работать. Теста получается слишком много, поэтому если не хотите сразу использовать все, одну часть можно завернуть в пищевую пленку и отправить в морозилку. Оно отлично переносит заморозку и сохраняет свою мягкость после разморозки. Оставшуюся часть теста раскатываем в колбаску и делим на кусочки весом примерно 50 грамм. У меня получилось 14 заготовок. Каждый кусочек скатываем в шарик. Выкладываем на доску и накрываем полотенцем, чтобы тесто не заветривалось. Теперь приступаем к формовке. Берем 1 шарик теста, слегка можно подпудрить поверхность мукой и раскатываем в тонкий круг. Складываем круг пополам, присыпаем слегка мукой, чтобы не склеивалось, и делаем несколько надрезов. Эти надрезы переплетаем между собой, формируя аккуратную косичку, как показано на видео. Теперь после этого защипываем края и кладем булочку на противень, засланный пергаментной бумагой, швом вниз. Таким образом формируем все булочки.
Перед выпечкой обязательно смазываем их сверху смесью из 1 яичного желтка и столовой ложки молока. Это придаст булочкам красивый румяный блеск. Выпекаем в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов 20-25 минут. Обязательно следите за выпечкой. Время может немного отличаться в зависимости от вашей духовки. Когда булочки станут золотистыми и подрумянятся, значит они готовы. Вот такие аппетитные, румяные и пышные булочки у нас получились. Нежная творожная начинка с изюмом, аромат ванили и мягкое воздушное тесто. Все, что нужно для уютного домашнего чаепития. Обязательно попробуйте, уверена, вам понравится. Друзья, если вам понравился рецепт, ставьте лайк. Делитесь видео в соцсетях и не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик. Так вы будете получать уведомления о моих новых видеорецептах. С вами была Неля. Всем приятного аппетита и мирного неба над головой.